Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. В сегодняшнем ролике я расскажу, как укладывать ламинат на имеющее уже основание. Итак, приступим. Итак, для укладки ламината нам потребуется хвойная подложка. Почему используете ее? Потому что она не выделяет никаких вредных веществ. Конкретно у меня теплые полы, поэтому у меня с этим строго. Далее выстилаем, значит, подложку, пристреливаем ее степлером и начинаем делать первый ряд. Первый ряд у нас идет цельный. Мы ставим цельную планку, потом цельную планку и подрезаем в конце. Дальше мы берем ровно половинка планки, вот, также срезаем ее. И дальше опять цельная планка, цельная и небольшая подрезка. Дальше опять по новой. Так лестницы и кладем. Сначала собираем один ряд, потом собираем второй ряд. И потом, соответственно, один ряд вставляем в другой ряд. Для этого нам потребуется киянка. Итак, друзья, теорию я рассказал, а теперь приступим к практике, как это делается в реальности. Вот она, хвойная подложка, выглядит вот так вот. Толщиной она 3 мм. Соответственно, мы ее выкладываем. Вот так вот. Берем, для этого нам понадобится степлер. Как всегда, наш друг степлер. Пришлепываем мы степлером только по причине того, чтобы она не смещалась, пока мы будем двигать сами детали ламината. Можно еще вот здесь вот. Как написано по инструкции, в инструкции, вот, инструкция, пока шлепку его переверну, нужно оставлять, либо кладем в разгонку, либо кладем елочкой, ну и, соответственно, оставляем небольшие зазоры. Так как она натуральная, она расширяется, сужается. Ну, есть у нее подвижки небольшие, я думаю, там миллиметр-два, но оно присутствует. Хотя на самом деле ламинат ни за что и никогда не продавит. Далее выкладываем наши детали, как я говорил. Они с разным рисунком. То есть вот такой вот рисунок, есть такой вот рисунок. Мы берем, 4 ряда я уже положил. Сейчас на примере 5-го покажу, как это происходит дальше. Берем вот такой рисунок цельный. И постепенно выкладываем ряд. Оставляем сантиметр. Там плюс-минус от 6 до 12 миллиметров можно оставлять зазор. То есть запариваться сильно там до миллиметров не стоит. Только терять время жизненно. Дальше вот, как мы фиксируем вторую планку. Мы сначала вставляем ее под углом где-то 30 градусов. И вдавливая в сторону первой детали, плавно опускаем ее. Тогда тем самым мы не ломаем замок, и шов у нас получается идеально невидимый. Дальше мы опять берем следующую деталь, так как у нас вот здесь вот один рисунок, здесь другой, а я кладу в разгонку. Тут происходит вот так. Эта деталь, естественно, у нас
нужно подпиливать. Для этого, как мы делаем измерения? Там проверяем обязательно зазор, чтобы у нас был, ну вот, у меня, допустим, 8 миллиметров. Соответственно, с этой стороны нам тоже нужно оставить 8 миллиметров. Мы берем, меряем до вот этой черты. Не до края детали, а именно до черты рисунка. Вот, именно так вот. Иначе промахнемся. У нас получается, ну вот если быть точным, 118,2 миллиметра. Дальше. Главное не напутать. Отмеряем, берем вот от этой части. Меряем 118,2 миллиметра. Если мы отмерим наоборот, то мы эту деталь к замку не состыкуем. Идем пилить. Итак, пилим торцовочной пилой с протяжкой, либо лобзиком, либо такой маленькой циркулярной пилой можно пилить. Материал тонкий, но главное диск по ламинату. В чем преимущество диска по ламинату? Он сколов не оставляет, если вот посмотреть, да? Вот сколов абсолютно нету никаких. Ну, то есть его не расщепенит, не взбучит и так далее. Ну, дальше фиксируем последнюю деталь. Так, после того, как мы собрали ряд, мы его аккуратно заводим плавно на предыдущий ряд. И вот дальше начинается самое интересное. Обычно многие скажут, надо это делать всегда вдвоем. В одиночку аккуратно сделать невозможно. Все возможно и все реально. Нужно вот, опять же, на 15 градусов приподнять ламинат и начинать аккуратно вдавливать, чтобы он вошел в предыдущий ряд. Вот. Dальше нам понадобится киянка. Но бить по ламинату не будем. Мы берем кусок, вот, который у нас отрезанный, который мы будем потом выбрасывать. И аккуратно вот ставим вот таким образом. Главное, чтобы здесь не было никаких выпуклостей. Иначе можно повредить вот эту торцевую поверхность. И начинаем аккуратненько подбивать киянкой до уменьшения вот этого зазора небольшого, который присутствует. Вот он вот здесь присутствует. И он уходит постепенно. Если увеличить, будет видно. Раз. Делаем это плавно, постепенно. С одного края до другого. Там, где соединение, делаем еще аккуратнее. Бить сильно нельзя. Поэтому надо делать это все резиновой киянкой. Иначе ничего хорошего не выйдет. Все, после того, как мы это сделали, начинаем аккуратно приминать ладошкой к краю, чтобы он занял свое финишное положение. Раз. Вот, все. Вот он лег, лег, лег. Все. Итак, ряд за рядом. Следующий ряд отпиливаем в самом начале.
половину. Не скупитесь выбрасывать небольшие обрезки, потому что от этого зависит конечный вид напольного покрытия. Итак, спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Рад буду ответить. До новых встреч. И еще один момент, друзья. Не торопитесь, когда вы купили упаковку с ламинатом, да, обязательно вскройте, посмотрите рисунки. Не торопитесь шлепать планки подряд, иначе у вас может получиться некрасивый рисунок. То есть, ну опять же, это все зависит от модели, от конкретного дизайна и так далее. Так что вот.